Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 11 июня, воскресенье. И если следовать американской хронологии, то завтра наступит неделя с момента начала наступления ВСУ. С другой стороны, если придерживаться украинской хронологии, то прошло где-то 2, 3, 4 дня. Но и все равно, знаете, хронология – это дело такое аморфное, гибкое. Факт тот, что движение началось, но произошло, с моей точки зрения, непредвиденное. И даже это не в боевых действиях произошло, это произошло в информационном освещении он их. Ну, как известно, украинская сторона, то ли ВСУ, то ли гражданские власти, то ли обе стороны решили объявить мораторий на информацию, по крайней мере, на начальном этапе, о ходе боевых действий. Видимо, у них была на это весомая причина. Я понимаю это, и, безусловно, это нужно следовать, придерживаться. Но такое впечатление, что вот буквально день, по крайней мере, день назад с украинской стороны эта информационная блокада была снята. То есть несколько дней происходило какие-то операции, то ли в рамках, то ли вокруг наступления. И происходило это в условиях информационного вакуума, который тут же заполнила российская сторона. Пропаганда, дезинформация, активные мероприятия и ПСО, в котором приняли участие и военные блогеры, которые в предыдущие несколько месяцев являлись существенными источниками информации для западных аналитиков о ходе войны в Украине, ну а также использовались высказывания официальных лиц Российской Федерации, поскольку с украинской стороны ничего этого не было. И в результате я отметил растущую настороженность и растерянность со стороны какой-то части зрителей этого канала. Одна из зрительниц прислала мне даже полное тревоги сообщения, в котором она сослалась на два выступления, которые она прослушала, два видео человека, где она его нашла, я не знаю. То есть, как по моему, так он типичный сливной бачок Кремля. А вот она его прослушала, комментарии по ходу боевых действий, наступления. И говорит, мне стало страшно. Попросила меня послушать, прокомментировать. Прослушал несколько минут. Могу сказать, я и написал уже ответ. Но я думаю, это важно, наверное, услышать и остальным. Это так называемый аналитик, с моей точки зрения, самый голимый сливной бачок Кремля, личинка, тролли фермы какой-то, который рассказывал, что наступление ВСУ закончилось полным кровавым провалом, и основной источник информации для этого его умозаключения было высказывание Путина, которое он сделал на российском телевидении пару дней назад, где он доложил, что ни одна из задач, поставленная ВСУ в этом наступлении, не выполнена. Российские вооруженные силы, значит, оказывают достойное сопротивление, все идет по плану. Ну, знаете, если использовать Путина в качестве источника объективной информации о ходе боевых действий в Украине, то тогда надо использовать Соловьева, Скобееву, надо вообще использовать российские информационные каналы. Это лишено всякого смысла, безусловно, правильно? Ну, тем более такое лживое создание, как Путин, который, как оказалось, он не знал состояния своих собственных вооруженных сил, принимая решение о вторжении 24 февраля прошлого года. Но теперь он берется судить о том, какие задачи перед собой ставило руководство ВСУ. Ну, просто смешно. Поэтому, дорогие друзья,
не слушайте, что попало. Это опасно, особенно сейчас, в такой напряженный момент. Знаете, во времена Советского Союза была такая субкультура в обществе, в определенной части общества, которую обуревал избыток умнейших мыслей. Они считали необходимым поделиться этими мыслями с окружающим миром. Поскольку интернета не было, они писали на стенках общественных туалетов. Дошло даже до Высоцкого, была у него известная песня. И даже в общественных парижских туалетах есть надписи на русском языке. Они также писали на заборах. Потом возник интернет, и они перекочевали в интернет-пространство. Поэтому что нужно в этом? Понимаете, профессионал всегда отличит быстро правду от лжи и ПСО от фактической информации. Но для того, чтобы это отличить, нужно иметь, я не скажу, что академическое образование по конкретному предмету, но профессионально интересоваться данным предметом. И тогда сразу скажешь, что правда, что нет. Естественно, каждый человек не может иметь профессиональное знание по каждому предмету. Особенно сейчас, во время войны, когда то, что нужно знать, оно огромно. Это внутренняя политика, массы стран, это военное дело, дипломатия, история. Поэтому в этой ситуации нужно выбрать тех аналитиков, комментаторов, экспертов, которых вы слышали раньше, которые то, что говорили впоследствии, сбывалось. Или, во всяком случае, если не сбывалось, то мотивированно не сбывалось. То есть это не были галимые выдумки с его стороны. И исследуйте это. Не находите случайных где-то там в темных чуланах интернета случайных вещателей, которые вдруг начинают обрушивать на вас, на ваши головы самую невероятную информацию. Как же сейчас происходит, я в этой связи хотел на основании американских, так сказать, источников в целом описать, что же происходит на самом деле. Неужели провал? Неужели захлебнулось? Неужели все пропало? Но опять-таки, я, готовясь к этому выпуску, я почитал в основном американских, британских аналитиков. Но надо сказать, что в условиях вакуума с украинской стороны, недостаток информации, они по-прежнему в качестве основополагающих фактов использовали то, что сообщали российские военные блогеры. Рассчитывать на их объективность совершенно не приходится. По моим наблюдениям, вот сейчас их захлестнула волна ура-патриотизма. Я имею в виду так называемых российских военных блогеров. И профессионализм, которым они так иногда игрались до начала этой операции, полностью ушел на второй, так сказать, план. Но, тем не менее, свой вклад внесли американские аналитики, американские военные эксперты. А поскольку речь сейчас идет, вот то, что мы сейчас разбираем, то, что делает ВСУ, это это крупнейшая после окончания Второй мировой войны операция. И одна из, может быть, 5 всего за всю эту историю операций, которая называется крупная общевойсковая маневренная комбинированная операция. До этого, единственными специалистами в этой области являются американские генералы, которые воевали в начале 90-х, 91 год, против режима Саддама. Потом в 2000-х годах опять-таки против режима Саддама. И вот эти были битвы, поход на Багдад, разгром иракских войск из-за иракского вторжения в Кувейт. То есть они мастера. Они поделились этими знаниями с другими натовскими военнослужащими. А вот из ненатовских стран единственные, с кем они поделились, это ВСУ за последние 1,5 года. Но в ВСУ, как вы знаете, прошли подготовку несколько недель. От 1,5 месяца, где-то максимум до 2.
Это достаточно, чтобы, по оценкам американских экспертов, чтобы, ну так, хотя бы в общих чертах, азы, так сказать, вот этой общевойсковой маневренной операции освоить. Но для мастерского ее осуществления нужна тренировка, тренировка и тренировка. Но при этом отмечается очень высокая степень и скорость обучаемости бойцов ВСУ. Так вот, что говорят американские эксперты? Я прочитал размышления на эту тему генерала Петреуса. Это тот, который командовал 101-й воздушно-десантной дивизии США и в начале 90-х «Буря в пустыне», и затем поход на Багдад в 2000-е годы. Это генерал Хертлинг, ну и всем известный генерал Ходжес. И вот что получается. Значит, надо понимать, что происходит сейчас. Сейчас происходит вот эта самая крупная со времен Второй мировой войны операция общевойсковая, маневренная, комбинированная, на широчайшем фронте продолжительностью длиной 800 миль. Ну так вот, примерно 1400-1500 километров. При этом наносится фронтальный удар по очень укрепленным линиям обороны противника. Там несколько линий. Разные эксперты считают по-разному, некоторые досчитывают до 6. Это один из сложнейших видов операции. Опасный вид операции. Ее применяют, как правило, тогда, когда ее невозможно избежать, потому что она чревата серьезными рисками и потерями. Вот я прочитал комментарий, анализ одного из бывших командиров полка, вернее, дивизии, американской дивизии, которая участвовала в такого рода операции. И он говорил, что если речь идет о механизированном или бронетанковом батальоне, участвующем в такого вида операции, то допускается потеря до 25% бронетехники в ходе такой операции. И это еще считается хорошо. Поэтому, когда там русские военные обозреватели, корреспонденты с радостным видом ликуют, сообщают, гигантская победа, подбили, но они врали там о 8 сбитых леопардах. Потом оказалось, что когда они говорили о 8, их было всего 1 реально подбитый. Потом говорят еще 2, ну, в общем, 3 всего-навсего. Ну и бронемашин там, считайте, до 8. То есть от того, что имеет украинская сторона, получила от западных союзников, потери на настоящий момент составляют 3-5%. Это бронетехники. То есть это вообще ничто, понимаете? Вообще ничто. Мы говорим ни о чем. При этом отмечается продвижение в первый день буквально начала операции от 5 в некоторых местах до 10 километров, в последние дни где-то до 1,5 километров в сутки. Если сравним, как продвигались российские войска чуть ли не полгода в районе Бахмута, то это практически блицкриг. Почему пришлось ВСУ идти на такую операцию, действительно сложную, рискованную, сопряженную с большими потерями, в том числе и личной силы? В принципе, этого могло бы не быть. Вот эти линии обороны российская сторона нарыла последние полгода и укрепила их до вот такого состояния, когда другого решения нет. Хочешь освобождать свою землю, иди вперед, как во время Второй мировой войны, на амбразуру, да? Закрывай ее своей грудью, чтобы взять высотку. Этого могло бы не случиться, если бы гражданские власти в Киеве за полгода, те же самые полгода, предшествующие российскому вторжению, внемля ежедневным чуть ли призывом, предупреждением
отчаянным криком: опомнитесь, сделайте, надо что-то делать, давайте, готовьтесь оборону. Вместо этого предприняли совсем другое. Они оголили оборону и отдали вот этот весь юг. Если бы тогда даже не надо было производить чудо-технику на предприятиях ВПК Украины, которые тоже были остановлены. Так вот, если бы только можно было нарыть те же самые укрепления, и, глядишь, войны бы не было, потому что посмотрел бы Путин, посмотрели на эти 6 линий обороны и решили: да ну его к чертям. Тем более, что российские вооруженные силы в принципе не понимают, что такое вот эта самая общевойсковая маневренная операция. Ну, имеем то, что имеем. Вопрос нужно решать. Что произошло за последние дни, вот буквально вчерашние? Что пишут американцы о вчерашнем дне? Операция происходила как минимум на 4 участках фронта. Вообще смысл операции, как сейчас пишут американцы, состоит в том, чтобы атаковать противника по всей линии фронта, по всем этим 1500 километров, в любом месте, в любой момент, чтобы враг держался в напряжении и не знал, что где будет дальше. То есть, опять-таки, это операция времен Второй мировой войны. И это делают вооруженные силы Украины. То есть, кроме американских войск, это вторая армия мира, которая это делает за период после окончания Второй мировой войны. Ссылаясь на данные или оценки российских военных блогеров, потому что нету другой информации. Значит, американцы отмечают, что те якобы отмечают преимущество российских войск в области РЭБ, радиоэлектронной борьбы. Но одновременно они вынуждены признать большое преимущество ВСУ в оптике для ведения боя в ночное время. И поэтому ВСУ последние дни, вот с начала этой операции, предпочитали проводить, значит, военные боевые действия именно в ночное время. Затем отмечалось также, что украинские войска имеют большое, в общем, чуть ли очень серьезное преимущество в боекомплекте, в количестве обстрелов артиллерийских позиций противника. Большое изменение по сравнению с тем, что мы слышали, что происходило в первые месяцы войны, и даже последнее время в районе Бахмута, когда российские войска там еще наступали. Есть еще одно существенное преимущество, на которое было обращено внимание, это так называемая минная война. Американцы передали ВСУ до 10 тысяч снарядов, внутри которых находятся мины. Снаряд, значит, выстреливается, он может лететь на расстояние до 11 километров, потом разрывается, и эти мины таким образом разбрасываются по территории. И они имеют двойной эффект. Первый, они работают, когда враг идет в наступление, и они работают, когда враг отступает, потому что забрасывается и перед позициями, и сзади позиции. И еще очень важное обстоятельство, что подчеркивается, что далеко еще не все силы, средства, которые имеются в распоряжении ВСУ, были задействованы. Далеко не все. Можно даже сказать, что большинство самых эффективных, мощных, на которых, вероятно, делается ставка, еще даже не задействованы. В целом расчет следующий, вот как отмечал генерал Петреус, в таких родах операциях общевойсковых всегда сначала трудно. И для того, чтобы потом станет легче, как он говорит. Но сначала нужно пройти через вот эту трудную фазу, потому что именно первая линия обороны, она оказывается самой сложной. И наступающая сторона, в данном случае ВСУ, это те солдаты, которые обучены в условиях учебок там, в Европе, в тренировочных лагерях, но, как говорится, бой и подготовка, бой и учение – это все-таки разные вещи. То есть здесь еще происходит обкатка ВСУ.
расчет делается на постоянное давление по всему фронту, беспрерывное. Отмечается, что у противника нет достаточного количества опытных, хорошо подготовленных и мотивированных бойцов, которые могли бы оказывать длительное сопротивление в такого рода фронтальной атаке по всей линии фронта. Где-то оно должно крякнуть, судя по имеющемуся опыту и согласно теории этих общевойсковых операций. Ну и вот тогда все и пойдет, начнется самое веселое. Что я читаю, что я слышу, позволяет предположить, что с первым проявлением какого-то серьезного перелома мы столкнемся уже на следующей неделе. Но все это время помните, то, что происходит, это не какой-то не провал, ничего не захлебнулось, все идет по плану, согласно доктрине и теории. Все это делается на европейской территории, на европейском континенте всего первый раз после Второй мировой войны. И это делается в ВСУ. Кроме того, ВСУ получит все то, что им необходимо и в плане бронетехники, и в плане боекомплекта. То есть все основания проявить мужество, терпение, не поддаваться панике и унылому настроению, а для этого не нужно слушать того, кого слушать не надо. Это я возвращаюсь к началу своей мысли. Среди американских военных, да и политиков, которые занимаются военными делами, понятно, что вот те несчастные 2 или 3 леопарда или 5 этих 5 мардеров, или сколько их там было, ну, в общем, БМП, это всего ничего, поэтому, учитывая характер этой операции, необходимо их просто возместить, и не просто возместить, а, наверное, увеличить количество, увеличить поставки бронетехники. И форсировать поставки боекомплектов, а также передать то, что до сих пор передано не было, а имеет смысл. В этой связи несколько дней назад в Конгрессе США была внесена резолюция двухпартийная, призывающая администрацию передать Украине, ВСУ, ракеты «Атакамс». Помимо этого, до этого была информация, что администрация, Белый дом, Пентагон, другие имеющие отношение к этому ведомства, решили, то есть рассматривали этот вопрос в практической плоскости, что на бюрократическом языке означает близость принятия решения о том, что, значит, это нужно делать. Вот, собственно говоря, и все. Да, было много разговоров до начала наступления, во время начала наступления о работе авиации. Мол, невозможно этим вести это наступление без превосходства в воздухе. В этой связи, опять-таки, я посмотрел, что пишут, говорят американские аналитики. Нет у врага господства в воздухе. Авиация противника не проявила себя за последнюю неделю как та сила, которая может внести коренной перелом в ход боевых действий. То есть российская авиация, она не играла решающую роль вот в тех ударах, которые были нанесены, в результате которых были поражены вот эти бронетанковые средства. То есть она немножко активизировалась по сравнению с предыдущими месяцами, когда ее вообще практически не было, они не заходили в воздушное пространство в Украине. А сейчас они немножко активизировались, но опять-таки не в той степени, в которой позволяет считать авиацию каким-то супер важным элементом начавшегося наступления.
Хотя подчеркивается здесь, что вопрос с самолетами, с авиацией нужно решать, причем по возможности в кратчайшие сроки. Ну, кратчайшие сроки – это опять, понимаете, можно обмануть самого себя, так, поддаться настроению, и вот я сделаю это, я научусь водить самолет как ас с нуля до уровня там, Покрышкина, ну, условно, Покрышкина, за 1 неделю. Но чудес не бывает. Во всех этих делах нужно не только знания. Можно выучить учебник, там, прочитать и выучить учебник за неделю, толстый. Но освоить практические навыки и стать выдающимся танкистом или летчиком-асом, для этого нужно время. Вот, кстати, понесенные потери в бронетехнике свидетельствуют о том, что если бы эти бойцы, эти экипажи тренировались подольше, сколько требуется, это больше года, возможно, потери были бы и меньше. С авиацией сложнее. Я имею в виду в управлении авиацией. Но я вам больше скажу. Насколько мне здесь сообщили, и это все задокументировано, с украинской стороны тоже нет единого понимания в том, какая авиация нужна сейчас в первую очередь на данный момент. Те, которые, ну, скажем так, гражданские или окологражданские эксперты, все говорят о F-16. А вот профессионалы, причем высокого уровня командного состава ВВС Украины, многие из них склоняются к тому, во всяком случае, в контактах с американской стороной, с Пентагоном, склоняется к тому, что были бы лучше модернизированные МиГ-29, которые можно за короткий срок модернизировать до уровня 4.2+. 4.2+ это тот же самый F-16, 4.2+. Но разница между ними в том, что МиГ-29, не надо никакого особого разрешения, это можно сделать быстро. Для них не надо особых аэродромов. Те аэродромы, которые необходимы для взлета-посадки, они уже есть. Есть базы их обслуживания, есть летчики, всего этого F-16 нет. То есть идет какая-то вот... Я, конечно, понимаю, с пиар точки зрения получить F-16, а еще лучше F-35 в придачу с авианосцем, оно, конечно, так более весомо. Потом можно сказать, я выиграл на основании этого войну с Путиным. Но бывают такие вещи, бывают такие моменты, когда все-таки, видимо, лучше придерживаться практической точки зрения. Но, повторяю, пусть этот вопрос решают профессионалы, именно профессионалы. Вот я постоянно подчеркиваю, сейчас такой момент, что должна заниматься всеми этими вещами профессионалы, а не пиарщики. И тогда, то есть времени, людей у нас нет, то есть у нас это не бесконечный ресурс, и каждый неправильный ход, он приводит к напрасно потраченному времени и к потерям, к сожалению, к потерям в личном составе.